Тут уже городят прям заканчивают. Скоро заливка продолжится. Интересно смотреть совсем за этим. Знаете, как муравьишки. Дяденьки здесь возятся постоянно. Собирают очередные конструкции деревянные. В принципе, все вот эти, вы знаете, да, железобетонные конструкции современные просто льются на месте. Никаких блоков, панелей, ничего нету. Максимум, что определенные места они заливают там где-нибудь под подоконниками и так далее, а просто выкладывают каким-нибудь там недорогим кирпичом. Здесь очень популярен песчаник, например, который легкий и стоит недорого. Вот наш вот, самый первый фундамент сделали где-то немного меньше, чем месяц. А все остальные этажи будут дольше делать, потому что на нулевом этаже, возможно, будет одна квартира, как и у нас. А все остальные этажи, там будет новая квартира, надо будет все обработать, все сделать, место для ламп. Ну, место для ламп и так далее позже делается уже. Пока что сейчас они заливают все это дело. Заливают, пока еще только начало. Первые, так сказать, шаги. Первые шаги. Надо будет еще лестницу сделать. Ну, это да, они все будут по ходу делать. Единственное, я не знаю, лестницы здесь литые они или же ставятся пролеты, как у нас, например. У нас ставятся просто лестничные пролеты, а здесь возможно, что их льют. Пойдем? Пойдем. Куда пойдем? На море. Не, я имею в виду на место пляжа какое. А, вчера классно же. Сейчас, в принципе, ветра нету. Если на море сейчас тоже волны нету, надо сгонять к рапанам, еще наловить. Мы вчера наловили, сколько наловили штук? 21 рапана мы поймали с Михаилом, да? Вот. Очки взял? Для плавания? Нет, я забыл. Мои очки не держат вообще. Они, с них невозможно в них плавать. Вот. И если чуть еще доловим, мы вчерашних рапанов опустили в кипяток, вытащили их из ракушек и убрали в холодильник, в морозилку. Да, некоторых сразу не получилось достать рапанов. Я раздолбил их пассатижами и достал таки все равно. Вот, и сегодня, если что-то доловим еще, добавим, и тогда приготовим полноценное блюдо. 20 рапанов — это немного мяса. Сегодня полно народу на пляже. Вчера вообще было мало. Вчера вообще не было, да. Сегодня суббота, сегодня отдыхающие прибыли на выходные, скорее всего. Можно вот здесь по этой тропинке сойти туда и где-нибудь вещи бросить вон на камушках и зайти в море. Как вы смотрите на это? Телефон сейчас спрячем под одежду, чтобы он не запарился. Заворачивай, Михаил. А вот они камни, нам же камни нужны. Вот они камни в воде. Вещи? Это не наши. Или наши? Наши, мы ее строили. Да, точно. А вот труба, которую ты видел. Пойдем на шлепки положим свои вещи. И там тоже много народу. Вот что значит выходной день, суббота. А вот камешки. На этих камешках мы вчера рапанов этих ловили. Пойдем и сегодня тоже поныряем. Сегодня долго не будем. Сегодня у нас тренировка у детей. Сейчас посмотрим, сколько времени. Надо посчитать, сколько у нас тут время есть нам поплавать. Ага. Давай, Михаил. Быстренько все поделаем и переодеваемся. В общем, Миша с папой наловили вот такое вот колесо. Рапан Миша. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Как это счет? Да, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 рапан. О, а там смотрите. Лод
лодка отправляется в путь. Время у нас ближется к часу дня, мы сейчас пойдем домой, искупаемся, что-нибудь поедим и уже пойдем на тренировку. Сегодня у нас море вообще тихое-тихое, спокойное. Да. Сколько велосипедистов, Олег, повернись. О-хо-хо. Вот эти если я пытался погнать, я уже прям Один там пытался. оторвался, но это основная группа, пелетон Я называется. уже прям пытался, и что-то я погнал, но они потом меня погнали. Но сегодня море отличное вообще, шикарное море. И по температуре очень комфортно было купаться сегодня. И волны, вот обратите внимание, такой... Обычно где-нибудь в реке такой прибой бывает. Еле-еле волна качается. Классно. Сегодня очень много купающихся народу. В последнее время это у нас больше, самое большое количество. А мы пойдем домой. Забираем, Миша, добычу. Go! Ну что, мы на месте уже. Молодежь пошла тренироваться. Вот. А я пойду в магазин, на рынок сгоняю. Тут не очень далеко, в принципе. Надеюсь, мне 1,5 часа хватит туда-обратно. Погнали. Не очень много на рынке фиолетовые моркови, хотел сказать, свеклы. Они рядом лежат, морковь фиолетовая. Там еще дальше будут. Стоит она примерно так же, как и простая морковь. Но визуально, конечно, смотрится интересно. Бананы. Бананы вообще не перестают здесь. Они здесь всегда есть. Полчаса на рынке, уже, в принципе, все набрал. Я взял картошки побольше. Взял лука. Яблок немного. Из недорогих, потому что здесь есть и по 7, и по 5. Разные цены есть на эти яблоки. Я взял таких из простых по 2,50. Красненьких, как дети просили. Ну и может помидоров еще взять, не знаю. Сейчас смотрю, наверное, возьму чуть-чуть. У нас дома малые. Все купил на рынке. Сегодня даже кинзу купил, представляете? Первый раз кинза на рынке была. 4 лиры пучок. В принципе, нормальный пучок. Всего 4 пучка. И он говорит, 3 возьмешь, забери за 10. Ну, типа там за 3,30. Ну, давай. Так уж, чтобы она супер-мега хорошая, нельзя сказать. Но что сильно плохая, тоже не могу сказать. Ну, и так тоже там картошечки, лучку, помидорчиков. 1 гранатик опять взял. Сезон начался, надо брать гранат, пока он сейчас такой самый сочный, самый классный. Откроем, покушаем опять. Ну все, пойду за детьми, сейчас они уже закончат тренировку. Здесь к реке много таких вот спусков. Вот здесь возле моста, который туда, на той стороне ведет к парк, Азербайджан парк. Тоже такой спуск, сюда можно съехать, расчистить камни, заросли и так далее и тому подобное. Ну, для обслуживания, так сказать. Они сделаны так вот по течению. Если с горы вода будет идти, то в этот, так сказать, сюда вода не поднимется. Если бы наоборот, то могла подняться. Несколько штук таких я видел. Напротив рынка такой тоже есть. Я иду обратно детям на тренировку. Остановился просто поснимать вам. На этой стороне тоже какой-то парк. Напротив парка Азербайджана. Тоже с этими спортивными какими-то тренажерчиками. Нашим детям нравятся такие парки. У нас пока рядом нет ничего такого. Но обещают построить. Надеюсь, что дождемся. Вот такие вот, как качельки, не качельки. Качельки, карусельки. Ну, красивый парк, в принципе, так разобраться. Свеженький. Там, вон эти, губка Боб. Оформление свежо смотрится, значит, недавно сделал. Пришел я оттуда, с рынка иду. Вот эта улица оживленная, с автомобилями. Кафешечка какая-то здесь рядышком. Пойду, наверное, вдоль моря протопчусь.
и пойду с детьми. Вот эти два комплекса очень похожих. За общим заборчиком все закрыто. Там кафешечка, но вот это как-то бедноватый комплекс, вот который здесь вот за перекрестком над кафе. Не знаю, как-то они это самое. Много каких-то окон выбитых, непонятно из-за чего. А здесь к морю ближе, скорее всего, должны быть квартиры стоить дороже. Вероятно. Ладно, пойду с детьми. Я вышел на ту сторону, где еще ни разу меня не носило. Здесь комплекс вот этот, кстати. Отсюда он вообще хорошо смотрится. Пляжный такой комплекс получается. С бассейном, со всеми делами. Тут уже прям современные за ним стоят здания. Видите, такие 4 больших башни. А здесь прямо этот площадки, не знаю, это по что, под теннис или под что-то разграфленные. Здесь вот, по-моему, фонтан должен был быть. Там дальше пляж. На пляже сейчас народу немного, но и погода такая по турецким меркам считается не очень жарко. Вот. Хотя нам нравится, мы сегодня купались. Парапанов ловили. Вот. Пойду сейчас гляну просто, и поеду вокруг этого фонтана в обратную сторону. Вон море. Интересно получается. Ой. Да, пляж такой не маленький. Для близлежащих домов, я думаю, необходимо и достаточно. А если это переодевалка, вот этот, это вообще шикарно. С той стороны такого нет. Да, походу, это переодевалка. Не подписано только, это мужская или женская. Я думаю, что я просто невнимательно смотрел. Да, это вот башня для этих, для спасателей. Душевые кабинки. Можно душ принять после моря. Так, а здесь дует уже. Мадам загорают какие-то, под зонтиком сидят. Ну, пойду потихонечку. У кого-то вон круг унесло. И это, возможно, буй ограничивающий. Заплывать куда нельзя. Пойду в ту сторону потихонечку. Солнце ярко светит. Интересная какая-то вот здесь. Стенд это назовем или картина, не знаю. Мост какие-то. Что это такое? Непонятно, что это такое. Что-то в 1927 году что-то такое произошло. Возможно, что там вон есть информация, что это 5 лира. Возможно, что это теперь вот эта картина на 5 лир находится. Вот. Единственное, что неизвестно, не понимаю я, честно говоря, по-турецки, что там к чему это приурочено. Ну, картинка красивая такая, как сказать, барельеф такой, так это называется, по-моему. Интересно. Какой-то конгресс-холл или что это здесь сооружение. Куча набережных лавочек, всяких кафешечек. Для умывания, купания очень много всего хорошего понастроено. Для переодевания, для душ разные стоит. Хорошее место. Парк здесь у них большой, хороший. Кто рядом живет, прям милое дело сюда приходить и отдыхать. Это вот Эрдемли. Там что-то написано. Бахчали. Государственный. Непонятно, какой-то Мейдани. Что это такое? Ладно. Так, у детей тренировка почти закончилась. Пойду забирать их. Такое нехилое место такое. Там столько столов, стульев стоит. Красиво. Конгресс холл или что это такое, не знаю. Ладно, вот он домик уже с красненькой крышей, где дети тренируются. Пойду туда поближе подойду, чтобы они меня уже видели. Олег там какие-то упражнения делает, хреново видно. Ну, то ли готовятся они к этому соревнованию, то ли что. Тренер убежал, а они остались заниматься. Видишь, вон он сидит на татаме. Темно, наверное. Дырки еще маленькие.
Вчера сходил, купил печень. Пол пачки из них состоит... Печень состоит из сердца. То есть они все, как сказать, субпродукты куриные в одну пачку завернули и продали за печень. Так-то сготовится все, конечно, но для рецепта надо пойти купить еще пару пачек, чтобы все было по красоте. А то что это за печень, а там сердечки. Еду в магаз опять, в Мигрос. Сегодня сходил на рынок, один без Оли, пока дети тренировались. Покупал помидорок так чуть-чуть, потому что у нас заканчивается в холодильнике, по 4 лиры. Яблоки по 2,5, кстати, отличные на вкус, я попробовал уже. Перец, если не ошибаюсь, 7 лир, такой тоже вроде неплохой. У нас где-то также 7-8, 8 у нас стоит, он здесь вокруг. Гранат по 4 лиры, килограмм. Хороший красный, он вот даже перезревший, видите, треснул. Сейчас его открыть просто, до открытия скушать. Лук по 2, картошка по 3, такая немаленькая. Айва очень сильно пахнет, стоит 5 лир. Надо с нее что-нибудь вкусное варганить. Виноград 7,5. Кинза. Первый раз мы купили кинзу. Она вот тут в разном состоянии. Стоит она 4 лиры пучок. Все обычно лира 1,5, а это 4. Ну и тут булку хлеба купили. Просто мимо хлебного магазина шли. Вот такой вот. Сегодня все это даже уместилось у нас внутрь тележки. Обычно все это еще снаружи висит, а сегодня я вот как-то скромно. Картошки всего 10 килограмм, лука 5. Ну и плюс все остальное, там килограмм 30, может, все это весело. Вот как-то так. Едем в лифте. Михаил запускает бумеранг прямо в лифте. Не, я сделал бумеранг из бумаги, он возвращается даже. Серьезно? Да, сейчас покажем. Вчера вечером он у меня даже не летел. Вчера. А сегодня уже возвращается. Он, может быть, сонный был вчера уже. Возможно. Запускай. Испугал Котофеича. Сейчас попробую еще раз. Иди на улицу. Да ничего не получается. Помните, что мы вчера купили? Давай еще купили. Пойдем на улицу запускаться. 24 октября сейчас у нас. Мы идем накупаться на море. Вечерком прохладно, конечно, но деньком вообще замечательно. Вечерком на набережную выходишь, все в кофточках, в штанишках гуляют. Летом были такие типа распродажи, все по 10 лир продавали. Майки, что там, шорты, юбки, ну что-то, в общем, все, что с летом связано было. Ну, что-то происходит. А сейчас, по-моему, те же продавцы, кто продавали эти майки, трусы и шорты, летнюю, так сказать, продукцию, продают тоже там за сколько-то, не знаю, за недорого, видимо. Потому что куча народу выбирают теперь теплые куртки. Такие, знаете, это осенние, теплые, не совсем тоненькие такие. Я тут раз на велосипеде по набережной проезжал, обратил внимание, что спрос на это тоже есть. Давай, запускай, Михаил. То пленка заканчивается. Так себе, да. Летун не готов еще к полетам. Надо еще позаниматься. Что мы тут сегодня наблюдаем на море, на нашем? Ветер довольно сильный, значит волны нету. Если ветер... Что, пойдем туда же, где вчера были, или как? У нас сегодня какие планы? Люди просто на песочке отдыхают. Мы только с собой не берем тряпочку последние дни. Ее бы сейчас постелить бы, и было бы милое дело. Пойдем возле камней, заход, в принципе, неплохой в море. Народ достаточно много, опять купается народ.
И загорается народ. Рядом вот дяденька идет в жилетке, видите, вот это прям рядом находится непосредственно. В теплой жилетке идет дяденька. Что-то, кстати, народ там начал высказывать, типа Алексей, дяденька, тетенька. Дяденьки и тетеньки. Если это не дяденька, то какой же он не дяденька, если это он мужчина. Хотя песок теплый, ногам обалденно вообще. Классно. Комфортно. Он не жжет, а просто тепло прям. Покрывало надо брать, можно прям валяться на покрывало. Ложиться и отдыхать. Море как вчера, в принципе. Опс, аккуратно. Вот, на вчерашнее место мы пришли. Здесь куча народу. А мы тут сейчас на тапочки положим свои одежду и пойдем купаться. А вот пляж весь виден. Вон купаются, вон там вдалеке много купаются. На пирсе кто-то опять рыбачит все время. Пойдем в море. Ну что, накупались. Мы сегодня достаточно опять экспресс-метод. Мы достаточно быстро искупались и собираемся обратно. Потому что детям надо на тренировку. Сегодня воскресенье, тренировочный день. Да. Время есть у нас, сейчас не спеша пойдем. Помоемся, дети пообедают и соберемся, поедем в Эрдемли на тренировку. Вроде бы волна такая же, как вчера, вроде бы совсем небольшая, но намного больше мути в воде. Я попытался на камнях что-нибудь рассмотреть, рапанов каких-нибудь найти, вообще ничего не видно. Вся вода мутная, очень-очень плохо видно. По земле не считается, Миша. Вот, плоский, давай камешек запусти, плоский. Под водой пошел. Во, все, окей, пойдем. Михаил, будь осторожным. Елочки здесь стоят какие, все в этих шишечках. А эту елочку кто-то отгрыз сверху, спилил на Новый год, видимо. Эх. Хорошо-то как. Мне вчера прислали фотографии из поселка, где живут мои родители в Тамбовской области. Там тоже достаточно солнечно, достаточно зелено, но очень-очень много желтых листьев, красных листьев. Надо этот кусочек видео им отправить, чтобы они сравнили у нас и у них.